Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Женщина младше. Что же она хочет от вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ух ты! Так и хочется сказать, да, что многие из вас, наверное, все-таки имеют далеко не щупленькое телосложение. То есть вы, мужчина, можете быть, ну, либо же такого среднего телосложения, кто-то может быть даже более чем среднего, да, такой упитанный. Вот, знаете, почему-то хочется сказать, что окружающие могут даже иногда иметь такое желание вот вас потискать, пощупать, потому что вот идет от вас какое-то тепло, да, вот от чего-то такого светлого, теплого, да, вот как говорят, ну такой мишка, да, вот в хорошем смысле слова, вот идет энергетика настолько светлая, положительная от вас, именно добродушность какую-то вы источаете. Вы человек, который, в общем-то, многого достиг в своей жизни. Много чего вы, конечно же, и потратили, да, чтобы этого достичь. Кто-то потратил время, силы, да, кто-то даже, возможно, ну реально потерял здоровье в каком-то смысле слова, прежде чем что-то достичь. Я имею в виду и карьерный рост, может быть, кто-то, допустим, финансовые такие моменты, ну, достигли очень больших таких финансовых высот. Поэтому здесь есть и как плюс, и как минус. Вы человек, который и умеет зарабатывать, да, и, в принципе, неплохо получает. Не забываем, что это общий расклад, да, то есть сейчас начнете мне писать, что вот, у меня нет таких богатств. Ребят, переворачивайте под себя, да, я постоянно это говорю, кому что подходит. Вы человек, который пережил в своей жизни огромнейшую утрату. С чем это связано? Смотрите, проиграется у всех по-разному. Кто-то потерял половинку, да, вот свою половинку, свою женщину. Это может проиграться и в прямом смысле слова, да, кто-то вдовцом мог стать, либо же это, ну, такая потеря, хоть это и развод был, ну, довольно болезненная для вас была потеря. И когда вот у вас рухнула семья, вот ваши отношения, да, но это реально было состояние, как будто вот половину вас отрезать, да, вот как будто, ну, часть вас забрать, да. Кто-то из вас также вот разойдясь, да, с женщиной, вы, ну, даже какой-то части денег, возможно, лишились. Потому что есть такой момент вот в вашем характере, да, это черта характера, воспитание или, ну, как угодно называйте. Вы, в принципе, на многое не претендуете, хотя вы многое имеете, либо же имели, да, но вот когда уходили, вы могли оставить там квартиру, машину, тем более, если у вас есть дети, да, либо же даже если это была какая-то дележка имущества, вы могли себе взять, ну, по минимуму, да, а главное оставить вот женщине, детям. Это довольно благородный поступок. И давайте сделаем, как всегда, опрос такой маленький. Напишите, ребят, вот вы реально вот потеряли в деньгах, когда ушли там, либо же разошлись, да, с женщиной, либо же все таки осталось. Напишите в комментариях, да, вот может быть вы детям оставили, ну поделитесь, всегда интересно читать ваши комментарии. Вы такой человек, который всегда будет защищать и слабых, больных, там, я не знаю, людей, которым всегда нужна помощь. И знаете, могут даже быть ситуации, ну, как будто это какая-то мистика, да, что вот вы часто можете попадать в какие-то ситуации, где людям нужна помощь. Это могут быть ситуации даже, ну, вот, вплоть до того, что вы идете по улице и вы видите там, я не знаю, какой-то инвалид, там, я не знаю, кто-то косой, кривой, да, может быть, еще какие-то проблемы. Я сейчас это в плюс говорю, да, вот именно не в том, что о чем-то плохом сказать, не подумайте, ребят,
А вот какую бы трагедию людскую вы не повстречали на своем пути, вы всегда готовы протянуть руку помощи. Да, вы нищему там денежку какую-то всегда дадите. Вы всегда, чем можете, поможете. Напишите, ребят, у кого проигрывается, да, вот, ну, как будто вас тянет, да, вот как будто неведомая сила вас направляет туда, как будто, ну, чтобы вы помогли. Вот именно вы должны помочь, хоть и чужим людям. Довольно часто, кстати, бывает, что направляет сама вот Вселенная, да, либо же высшие силы человека в те места, где нужна помощь, потому что другие люди могут не помочь, да, вот, ну, как будто миссия ваша такая. Вы труженик до такой степени, что, ну, в принципе, это взаимосвязано, потому что те из вас, кто добились высот, да, вы могли здоровье потерять, да, вы могли, там, кто-то семью мог потерять, кстати, из-за этого тоже, потому что очень много отдавали времени своему делу, да, либо же работе. То есть вы готовы были зарабатывать, впахивать 24/7 ради семьи, для любимой женщины, для детей, но это не оценилось, да, и начались измены, проблемы в семье и так далее. Мы не будем в это вникать и ворошить. Ну, то есть вы трудяжечка, вы большой-большой молодец. Ну и, конечно же, вы такой человек, который может и не только за других постоять, но и за себя. Вы, в общем-то, за словом в карман не полезете. Вы можете дать отпор, вы можете, если нужно, кого-то очень хорошо опустить, если человек этого заслуживает. Причем даже я бы сказала, что как-то с возрастом вы, может быть, даже стали более такой вспыльчивый, более взрывоопасный, более, ну, такой даже импульсивный периодами, да, вот можете что-то сказать, либо сделать так вот на эмоциях, а потом даже бывает пожалеете. Сказать, что личная жизнь, допустим, у вас очень-очень счастливая, я не могу сказать, ребят. Понятно, что это общий расклад, но у многих проиграется скорее период одиночества. У каждого это будет свой период, и неважно, да, вот мне показывает, что вы чувствуете себя одиноко. Даже те, кто, допустим, живут сейчас в семье, в гражданском браке, неважно, но это одиночество вдвоем. Это уже не один раз у нас выпадало в раскладах. Я понимаю, что меня многие постоянные зрители смотрят, за что вам большое спасибо. Не забывайте, ребят, писать комментарии, это очень важно и для продвижения канала, да, для активности. Поэтому вот мне идет состояние одиночества. Причем кто-то из вас даже стоит вот сейчас перед выбором. Но я сейчас скорее буду говорить это о тех, кто, наверное, все-таки еще живет в отношениях. Вы стоите перед выбором, уйти или остаться, да, вы взвешиваете, да, что вы потеряете, если вы разойдетесь, что вы приобретете, то есть взвешиваете все за и против. Есть такой момент. Хочется влюбиться, но не ошибиться, да, ребят, есть такой момент. Давайте будем теперь ближе к раскладу смотреть, что же за женщина помладше, чем вы, и что она от вас хочет, да, интрига. Смотрите, в вашем окружении есть женщина, она, ну, в самом деле, она моложе, чем вы, но она настолько неопытная. Вот она как будто наивная девочка, хоть она уже далеко не девочка, да, ну просто младше вас по возрасту, но у нее могут быть какие-то вот повадки, ну я не скажу, что прямо она совсем такая уж 15 плюс, да, ну вот если с ней пообщаться, присмотреться, возможно, кто-то из вас и замечал, кто-то нет, есть что-то в ее поведении, либо в разговоре, в повадках, какое-то то ли ребячество, то ли какая-то наивность, несерьезность. Она очень такая доверительная, ее очень легко обмануть. Она может порой даже вот в разговорах, может быть, если вы замечали, вот, ну, если подумаете, да, в своем окружении такую женщину, если обнаружите, конечно, вот она даже в разговоре может, ну, как-то себя, знаете, так вести, ну, дурачиться. Она может даже как-то вот хихикать. Я не говорю, что она не в адеквате совсем, нет. Но есть такая невыросшая девочка, да, вот она не выросла. Эта женщина,
очень подвижная, да, она привлекательная, она, в принципе, такая наивная, белая и пушистая. Сейчас таких женщин, наверное, мало. Очень удивительно, когда встречаешь такую женщину в теперешнем времени, к сожалению, да. Многие из вас, я думаю, точно так скажут, что сейчас таких не бывает, да, наивных, белых и пушистых. Нет, она очень простая. Она такая, знаете, она одинокая, но ей бы очень хотелось пару, да, ей очень хочется пару, она присматривается к мужчинам, но то ли ее не научили вести себя вот с мужчинами, ну, в отношениях, да, то ли она, может быть, еще робеет, вот как-то так она себя ведет, потому что дурачиться-то она может, да, вот детство в одном месте у нее играет. А вот как вести себя с мужчиной, да, потому что это, ну, действительно целое искусство. И просто так, лишь бы что, да, в отношениях, ну, так себя нельзя вести. Говорить лишь бы что, делать лишь бы что, да. Смотрите, что она от вас хочет. Во-первых, вы симпатичны. Во-вторых, она чувствует, вот знаете, какую-то мудрость, исходящую от вас. Вот это может еще проиграться, если она, допустим, может еще быть такой вариант, что она выросла без отца, поэтому она видит в вас более старшего, да, опытного мужчину, плюс ассоциация, как будто это отец, да, если его не было. Это очень часто бывает у девочек, которые выросли вот в неполной семье. То есть здесь два момента. Есть и влюбленность, и ее тянет вот как к мужчине, который может ее ну, чему-то научить, да, что-то посоветовать, даже какая-то такая, знаете, вот надежность от вас исходит, ее тянет вот к вам даже не только как к мужчине, вот два в одном. Вот постоянно, да, показывает, как два в одном. Она может даже вести с вами доверительные разговоры. Вы подумайте, да, у кого срезонирует, это может быть хоть по работе, хоть где-то там знакомая в компании, соседка, либо же там, я не знаю, с продавцом в магазине, может быть, вы периодически общаетесь по душам. То есть здесь могут быть и задушевные беседы, здесь могут быть и даже какие-то вот секреты она может вам рассказывать, хотя вы можете даже и не знать, что это секрет, но она, знаете, вот душу может изливать, какие-то свои житейские такие истории рассказывать, и как будто ждет, что вы ей подскажете, да, вот поможете, ну, знаете, вот совета вашего ждет. Ей очень хочется получить вот от вас обратную связь, но пока она не знает, вот как с вами коммуницировать, как с мужчиной, да, который ей симпатичен. Это такое общение может быть даже очень теплое. Это общение может быть, ну, я не скажу, как с дочерью, да, потому что она хоть и младше, но она все-таки взрослая женщина. Я думаю, если вы задумаетесь, да, вот проанализируете, у кого это срезонирует, у кого были такие ситуации, да, ну, то есть есть такая женщина в окружении, вы можете почувствовать, о ком я говорю, ну, вы поймете об этом. Смотрите, эта девочка, ну, не девочка, да, почему я ее все время девочка называю, не знаю, может быть, потому что она младше вас. Будут ли у вас какие-то с ней романтические отношения? Вот давайте все-таки напоследок посмотрим. Знаете, я бы не сказала, что вот с ней прям будут отношения. Это может быть дружеское, скорее, отношение. Это может быть, ну, как, знаете, как старые знакомые, можете общаться. Но вот чтобы, допустим, вы вместе с ней были, как отношения, я не вижу. Хоть она и неплохо выглядит, но это немножко не ваша история. Я просто сейчас говорю, что если кто из вас заметил, да, такую даму в своем окружении, будьте уверены, что вы ей симпатичны, но она не знает, как себя вести. Она может даже выдавать свои какие-то повадки, такие неумелые. Кстати, кто-то из вас может даже заметить, что эта дама очень симпатичная, но вот эти вот ее повадки могут смущать. То есть здесь такой истории я прям не вижу. Я не вижу ее, но это как влюбленная, наивная такая девочка, девушка, женщина, да, смотря у кого какой возраст.
Здесь не получится семьи. Здесь может, знаете, получиться у кого-то из вас, кстати, может получиться такой небольшой роман с ней. И то он получится у тех, кто захочет, ну, как бы стать действительно ее каким-то наставником. Ну, два в одном, да, и отношения, и наставник. Потому что вы сами заметите, что она, хоть и наивная, но она хорошая, она порядочная, да. Вы заметите ее повадки, и то, что она много чего не знает, и в отношениях не очень себя умеет вести. И те из вас, кто захотят ее, ну, так скажем, подучить немножко, да, как себя вести, вы можете рискнуть с ней быть, потому что она очень такая теплый человечек, очень такой порядочный человечек, хоть и неопытный. Поэтому, если вы хотите стать наставником, вот как раз наставник, это, наверное, будет самое такое подходящее слово. Потому что о серьезных каких-то отношениях, о семье, пока я не вижу, чтобы вот с этой дамой у вас были отношения. У вас впереди новая история любви, но это будет совершенно другая, более опытная женщина, более серьезная женщина, которую не нужно ничему учить, она сама вас научит. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!